Крымске спустя всего несколько месяцев после крупных мотогонок вновь был слышен рев моторов сотен спортивных мотоциклов. На этот раз на трассе «Скала» прошел финал чемпионата России по мотокроссу на мотоциклах с колясками и микс-чемпионат ДОСААФ. Традиционно главным спонсором соревнований выступила фирма «Бетон-Промо», информационным партнером медиахолдинг «Электрон». На крымскую трассу съехались одни из лучших мотогонщиков России, а также из соседних республик. Всего 32 команды и около 150 спортсменов. Я и болельщик, и как участник, папа одного из гонщиков. Мы участвовали вчера. Были наши да, все хорошо, мы заняли 4-е место в классе 80. Стоит отметить, что традиционно в гонках принимают участие не только мужчины, но и девушки. На трассе среди парней Софья Погорелая не теряется, она уже опытный спортсмен. Но, как признается сама девушка, опыта много не бывает, поэтому она старается принимать участие как можно в большем количестве соревнований. Вообще папа, он с детства болел вот эти любил мотоцикл разбирать, всякое такое. Вот, и как-то, не знаю, года 4 назад он привез мне мотоцикл и предложил этим заниматься. Ну так, просто покататься. Вот, ну, мы просто катались, и мы встретили хорошего тренера, и вот, он начал мне технично правильно ездить. Очень хорошо технично. Вот, и мы решили участвовать в соревнованиях. У меня многие друзья, у меня многие подруги, они гордятся, типа, вот ты вот девушка и занимайся таким серьезным видом спорта, не страшно. Многие просто задаются такими вопросами, как ты можешь без прав ездить на мотоцикле. А вот для пары спортсменов из Луганской Народной Республики гонка в Крымске своего рода дебют. Они участвуют в заездах на мотоциклах с колясками. До войны как бы почаще было. За сезон 8-9 гонок проходила. Ну, как бы война сейчас, как бы, ну, и работа, и очень тяжело с этим было. Уже 2 года не катались вообще. Вот. Сейчас решили приехать. Не было ни тренировок, ничего не было, ни времени, ни подготовки, ничего не было. Приехали, вот. Пересекли границу, приехали для участия, хоть как-то, хоть вспомнить, что это такое. Вот, гонка интересная, соперники очень достойные. Вот, ну, так как не было ни тренировок, ни подготовок, очень тяжело нам дался этот заезд, очень тяжело. По словам самих спортсменов, крымская трасса довольно сложная и требует предельной концентрации. Чтобы удержать мотоцикл от переворота, тем, кто находится в коляске, порой приходится опускаться практически до самой земли. Призовой фонд соревнований более полумиллиона рублей. При этом денежными премиями награждают не только тех спортсменов, кто занял первые 3 места, но также 4-е, 5-е, 6-е и 7-е. Так, аплодируем у нас чемпионату России. Марат Шафигулин, Алексей Бессарабов, Игорь Полухин, Константин Кузнецов, Александр и Павел Зыряновы. Этот день войдет в историю. Молодцы, колесничие. Но даже когда все гонки закончились, зрители продолжали оставаться на трассе, ведь впереди их ждал розыгрыш призов. В первую очередь разыграли бытовую технику, причем вокруг телевизора развернулась нешуточная борьба. Проверяем. Тихо, тихо, тихо. Нет, неправильно. Неправильно? Нет. А что ты прибежал? 0,8. 0,8. 78. И все же награда нашла своего героя. Ну-ка, пожалуйста, комиссия. Проверяем. Внимание, друзья мои, комиссия проверяет. Все правильно. Все правильно, друзья мои. Вот она. Ну и напоследок организаторы лотереи разыграли главный приз, а именно поездку в Германию, в город Мюнхен на всемирно известный фестиваль пива «Октоберфест». 15-2-0. 15-2-0. Посмотрите, друзья мои. Так, первое, что ты должен сделать, друзья мои, минуточку, имя? Михаил. Откуда? Крымска. Город Крымск, друзья мои. Михаил, а фамилия? Байло Михаил. Отлично.
Ай, Миша, ты обещаешь, нам привезешь пиво-то? По-любому, друзья мои! Как это ни удивительно, но чтобы выиграть главный приз, достаточно было купить всего 5 билетов. Именно столько приобрел победитель Михаил Байло. Один из них в конечном итоге и оказался выигрышным. Но что по-настоящему кажется фантастикой, так это то, что год назад Михаилу также удалось выиграть главный приз. Вот жена выбрала билеты, и так повезло, не знаю почему. В том году выиграл в Лас-Вегас. Это в октябре, ровно год назад. Ровно год назад на этом же мотокроссе выиграл в Лас-Вегас. В этом году уровень соревнований, проводимых в Крымске, заметно вырос. Это отмечают как сами гонщики, так и зрители. Поэтому многие уже сейчас с нетерпением ждут нового спортивного праздника. Игорь Алферов, Сергей Сахаров, Евгений Белявский, служба новостей телерадиокомпания «Электрон».